Добрый вечер. У вас эхо называется, психологов, раздвоение. Эхо психологов. Личности, да. По-другому называется. Еще раз попробуем. Во-первых, здравствуйте, дорогие друзья. Во-вторых, здравствуйте, Мария. Добрый вечер, Просто не зашла Мария. Добрый вечер. Или заставили Марию. Мы здесь обычно работаем в это время. Да. Вот. Я хочу сказать, друзья мои, что это одна из самых интереснейших, самых глубоких, самых животрепещущих тем в мире. То, что мы сегодня будем обсуждать. Более того, я думаю, для многих будет откровение. Дело в том, что тема у нас вот какая. Что такое любовь? Многие, когда думают над этим вопросом, они имеют какие-то представления. Например, любовь, когда о тебе думают, заботятся. Любовь, когда без тебя жить невозможно. Любовь, когда ты жертвуешь собой и бла-бла-бла. Друзья мои, это к любви не имеет никакого отношения. Это ваши мысли. Это что-то такое рациональное. Как бы вы хотели, чтобы вас любили. А любовь, давайте вспомним, это чувство, это эмоция. Любовь — это то, что вы переживаете. Это не может быть связано ни с вниманием, ни с самоотверженностью. Это то, что вы чувствуете. И мы об этом поговорим, потому что у многих это совершенно разное, как сказать, не представления разные, а чувства разные. То есть люди по-разному переживают любовь. Поговорим о том, что многие говорят, а где эту любовь найти. Хороший вопрос, кстати, Мария. Где найти любовь, как вы думаете? Давайте у Гугла спросим. Вот, золотые слова. Сири, где найти любовь? Да. 2 километра прямо и 2 направо. Да, хороший вопрос. Очень интересный вопрос. А что это за такая интересная любовь, когда вы влюбляетесь, и вам тут же становится плохо? Вы кого-то любите и тут же начинаете страдать. Это что вообще за чувство такое интересное? Вот обо всем об этом мы сегодня поговорим. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Денис. Я вам звонил где-то 1,5-2 года назад. Вы меня обозвали тогда еще маньяком, сказали, что это вовсе не любовь. И у меня как-то пошло повторение той же самой ситуации, на этот раз с ее стороны. Знаком с девушкой на протяжении 13 лет. Сначала я за ней долгое время ухаживал как маньяк, а когда добился, начались проблемы, и вы сказали тогда соскакивать. Соскочил. Вот спустя 2 года она появилась, мы встретились снова. Она мне призналась в чувствах, любовь, и буквально вчера просто все оборвалось со словами: тех чувств, которые были раньше, у меня нет. До свидания. Так. Вот. И я, собственно говоря, у меня голова и мужская логика отказывается понимать, что произошло, потому что вроде все было хорошо. Человека не оскорблял, не обижал. Видимо, вот этих вот эмоций негативных ей больше не давал. Может быть, поэтому как раз все и не получилось. И у меня большая проблема сейчас в том, что у меня опять вот эти вот чувства, которые у меня были несколько лет назад, невротически затягивает обратно, и не могу до сих пор избавиться от мысли об этой девушке и строить дальнейшую счастливую жизнь. Вопрос логичный: что делать? Причем головой понимаю, что это не любовь, а зависимость. Спасибо за вопрос. Во-первых, вернуться к разговору 2-годичной давности. Я могу не обзываться и не говорить, что вы маньяк, но как бы вы сами видите, что все то же самое, что и 2 года назад. Теперь, чтобы вы успокоились на эту тему и вам стало легче соскакивать, скажу вам 2 вещи. Первое: почему девушка себя так повела? Потому что вот эти нездоровые отношения, они построены, как правило, на самооценке, самолюбии и так далее. Что это значит? Пока вы за девушкой бегаете, вы никакого интереса не представляете. Как только вы меняетесь местами, вы говорите: ну все, до свидания, она тут же начинает... Что она начинает делать? Она не к вам интерес какой-то показывает, она пытается поднять свою самооценку. Почему? Потому что пока вы были при ней, а вы, так сказать, не ее, это есть такое в психологии понятие референтная группа. То есть вы не пользуетесь у нее авторитетом. Но когда вас нету, она забеспокоилась, что даже он за мной не бегает. Я типа что, уже вообще ниже плинтуса у меня самооценка. Тогда она начинает к вам подбираться. И как только вы отвечаете ей взаимностью, она удовлетворяет свое самолюбие, дальше вы опять неинтересно. Вот этот механизм. Чтобы легче было соскочить, перестаньте играть в любовь.
Тут никто никого вообще не любит. Здесь люди пытаются решить свои невротические проблемы за счет постоянного догоняния и убегания. Вот в этом процедура состоит. Но мы поехали дальше. Мы уже подходим к теме, а что это такое на самом деле. Можно? Добрый вечер. Здрасте. Да, есть звонок. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите, Как пожалуйста. вас зовут? Как на свидании будете себя вести? Михаил, меня зовут Ирина, мне 33 года, Москва. Так, Ирина, продолжайте. У меня такой вопрос. Как вы считаете, поскольку тема про любовь, то вот, соответственно, такой вопрос. Как вы считаете, есть ли какой-то быстрый способ полюбить себя? Ну, то есть, может быть, там чаще чувствовать это состояние, там как-то входить в него, или, может быть, не знаю, я понял. желания чаще. И вот, и второй вопрос. Может быть, можно разработать какую-то там систему или какую-то технологию, я не знаю, чтобы наблюдать за этим самым процессом, то есть совершенствование. Да, вот, шикарный что вопрос. произошло, и как-то я могу отследить. Вот я, например, там двигаюсь в этом направлении. Ну вот как-то так. Понял, спасибо огромное. Отвечаю на оба вопроса, тем более они как бы являются сторонами одного вопроса. Во-первых, что четко было сейчас замечено, и, может быть, вы не поняли, любовь к ближнему – это обратная сторона к любви к себе. Это очень взаимосвязанные вещи, и об этом не думает никто. А это правда. Говоря по-русски, если вы себя не любите, то ваша любовь к ближнему тоже носит очень такой условный характер. Ущербный, я бы даже сказал. Например, когда вы себя не принимаете полностью, вы другого тоже полностью не принимаете, у вас есть определенное недовольство, критика и непринятие другого человека, кстати, включая собственных детей. И наоборот, когда вы себя любите безусловно, тогда вы других тоже безусловно любите. Далее, вот был такой вопрос, как можно быстрее полюбить себя. Есть, конечно, у меня методика. 6 правил, они, кстати, об этом. Рассказываю. Первое, вы должны спрашивать себя 24 часа в сутки, что вы хотите, и пытаться делать все, что вы хотите, имея в виду, что вы выбираете не головой или рационально, а выбираете чувствами. То есть вы пытаетесь съесть еду, которую вы любите, надеть одежду, которая вам нравится, пойти туда, куда вы хотите, не туда, куда надо и так далее. Это первое. Второе, вы не должны терпеть ничего против своей воли или в ущерб себе. Вот из этого состоит любовь к себе и самооценка в основном. И третье, как только у вас какой-то дискомфорт в отношении с ближними, вы должны всегда выбирать себя. Вот в результате этих действий, каждодневных, а такие вещи, как делать то, что ты хочешь, и не делать то, что не хочешь, это 24 часа в сутки, ваша самооценка начнет стремительно расти, а самооценка и любовь – это синонимы. То есть высокая самооценка – вы себя любите, низкая самооценка – не любите. Добрый день. Что делать, если не можешь найти общий язык с мужчинами, плюс боязнь отношений, невротика, низкая самооценка? Жанна, 27 лет. Жанна, что делать? К психологу надо идти. Добрый вечер. Я хочу к нашему слушателю-маньяку обратиться. Просто Александр пишет из Санкт-Петербурга. Я помню вашего слушателя и помню историю, про которую он рассказывает еще 2 года назад. Передайте ему, пожалуйста, привет и удачи. Давайте поддержим нашего Но я слушателя. поддержу, только удачи не с этой девушкой. Ладно, Мария? Пусть это будет другая уже девушка. Мы ждем вашего звонка через, я не знаю, 1,5 года еще. Да, хорошо. Расскажите. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Ой, мужчины сегодня активизировались. Как вас зовут? Игорь, город Пенза. Да, Игорь. Все одно 2 больших уха. Мое и Марии. Здравствуйте. Такой вопрос. То есть моя девушка часто говорит о том, что она меня любит. Я ей отвечаю, что я могу любить свою маму, свою сестру, свою бабушку, но никак не девушку. Нет у меня такого чувства. То есть, нормально ли это или... Вполне нормально. Может, вы мужчин любите, а не женщин. Я не знаю, почему. А это у вас всегда так было или только с этой девушкой приключилось? Нет, это было всегда так. Причины разные. Эта ситуация для гетеросексуалов ненормальная, потому что ребенок вырастает, он продолжает любить родственников, понятно, но за счет того, что он вырастает и становится взрослым, у него появляется чувство к противоположному полу. Более того, эти чувства появляются еще и в детском возрасте. Но в детском возрасте они детские.
А та любовь, которую вы испытываете к родителям или к сестре, как взрослый человек, это аналогичные, ну, так сказать, другие чувства, но по аналогии вы можете испытывать к девушкам. Почему вы этого не испытываете? Не знаю. Может быть, вы гей, откуда я знаю. Вот Марина пишет, любовь — это когда эгоистические интересы друг друга совпадают, и когда этим людям очень хорошо не сложаются друг с другом. Вот что такое любовь, и у меня это и есть, пишет Марина. Мы продолжаем дальше. Здравствуйте, меня зовут Ирина, люблю мужа, в браке 9 лет, не живем уже 2 года, официально не разведены. Так, это все без запятой. Смотрите, как получается предложение Ирины. Люблю мужа, это без запятых. В браке 9 лет, не живем уже 2 года, официально разведены. Недавно узнал, что он живет с другой, но мы все время встречались, очень скучая по нему. Разве это любовь? Как его разлюбить? И тут же другое. Я очень долго соскакиваю с предыдущих отношений, мысленно их продолжаю, как от этого избавиться. Светлана. Дорогие Ира и Света, я отвечу на звонок, а потом вернусь к вам. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, вы меня слышите? Да. Очень хорошо. Только Да, вас не отлично. слышим. Да, это Анна. У меня такой вопрос. Вы в какой-то передаче говорили, что у женщин могут быть в 2 случаях проблемы в отношениях. Если отец был не очень приятный человек, и если он был мягкий человек. Ну, Вот. одни из вариантов, да. Да, ну вот, например, у меня второй вариант. И я всегда выбирала молодых людей, не похожих на отца. Вот, но это было... Только не мягкий, а подкаблучник. Это не одно и то же. Мягкий отец — это мечта для ребенка. Но, как бы, я ожидала от него большего в какой-то момент. Можно сказать, у него была хорошая работа, а потом он ее потерял. Вот, это был для меня большой удар. И в итоге, ну, он человек такой, на которого можно положиться. Вот, а я выбирала всегда таких болтунов, можно сказать, людей творческих. Вот, и как от этого вылечиться? Такой вот вопрос. Ну, вылечиться, вот давайте мы теперь вот объединим все эти вопросы. Рассказываю, как от этого вылечиться. Во-первых, нужно перестать играть в любовь. Потому что когда отношения не приносят вам никакого удовольствия, то они не то что такие тяжелые любовь, неразделенная любовь, трагическая любовь. Это просто не любовь. Это какие-то отношения другие, связанные совершенно с другими психическими механизмами. Там очень много самолюбия, там очень много самооценки, там очень много детских переживаний и так далее. Стереотипов определенных, которые были внесены в детстве. Поэтому, как только вы в любых отношениях чувствуете дискомфорт, вы просто соскакиваете. Самый простой способ. И я сейчас отвечаю Свете и Ире одновременно, что когда вы западаете надолго, это очень большая проблема. То есть отношений уже нету, а вы продолжаете... Знаете, что продолжает такой человек делать? Он продолжает в голове гонять диалоги, монологи. Как он мог так со мной поступить? Что я ему плохого сделал? За что? Почему со мной так? Почему я не бываю счастливой? Кого он нашел лучше меня? Чем я хуже? Что со мной будет? И так далее. Вот как я к этому отношусь, я вам расскажу. Я отношусь как наркомания к этому. Просто когда у людей вот такие невротические отношения и, в общем-то, нездоровые эмоции в отношениях, то они испытывают жуткую потребность все время... они, во-первых, находятся в таком состоянии жертвы, им надо жалеть себя, им надо страдать. Вот у них такое понимание любви. И когда они расстаются, это как будто у наркомана пропадает драгдилер. Ему перестают поставлять наркотики. Что у него происходит, друзья мои? Правильно. У него происходит обычная ломка. Вот люди, которые не могут соскочить с тяжелых отношений невротических, которые годами, как они думают, любят одно и то же существо, которого, может, уже и в живых-то нету, это все история про наркоманские отношения и о том, что у вас очень долгая ломка. Как эту проблему решить? Сразу же, не через 5 лет, а когда вы только... вот сейчас такой фильм был, я не знаю, я не люблю драмы, это вообще, она как комедия позиционируется. Может быть, знает Мария этот фильм «Тони против всех». Да, конечно. Жуткий фильм, чернуха такая, которая не снилась. С актрисой Марго Робби, которая играет Тоню, как же ее фамилия-то была? Фигуристку известную американскую. Да, это знаменитая американская фигуристка, которая мать в нее нож втыкала, просто кидала в нее нож.
ее избивали, ну, я не знаю, ее никто не любил, все над ней. Ее этот парень, я не помню, поженились или нет. Они поженились. К несчастью, да. Они поженились. Он ее просто бил, периодически брал за волосы и бил просто об стекло головой, да? Вот, и она вот с такой матерью выросла, которая просто над ней издевалась, не любила ее, а с отцом они развелись, отец ее бросил и так далее. Вот у нее такая всю жизнь несчастная любовь. Почему? Вот об этом, собственно, сегодня наша программа. Но я, чтобы не сильно умничать, скажу очень простую вещь. Дорогие женщины и мужчины, если вы вступаете с кем-то в отношения, будучи полным психом, полным невротиком, имея такое детство, какое ты, Тоня, из фильма. Тоня Хардинг. Тони Хардинг, да, спасибо. Я как-то на лекции сказал, даже если она, ваша мать, тушила об вас сигареты, и тут раз тетка встает и говорит, да, моя мать тушила от меня сигареты. И весь зал замолчал. Так вот, даже если это было так, даже если вас нашли на помойке и отдали в детский дом, и поэтому у вас несчастная любовь, и вы фанат психоанализа, я вам скажу очень простой рецепт. Вы можете замутить с любым уродом. Никто не убережен. Но как только с самого начала что-то пошло не так, вы должны соскочить. Сразу же. Если вы это будете делать как утреннюю гимнастику, через полгода вам уже не будут нравиться люди, которые делают вас несчастными. Но у нас звоночек. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Это все? Алло. Давайте еще раз попробуем. Вы нас слышите? Я вас слышу. А вы меня слышите? Не то слово. Давайте дальше. Смотрите, меня зовут Анна, у меня такой вопрос. Я в отношениях 2 года. Молодой человек, на самом деле молодой человек, он моложе меня на 18 лет. Вот как вы такие отношения вообще, насколько статистика или как, приветствуется ли это? И вы знаете, после того, что сделал Макрон, вы можете выкинуть любую статистику, любые мнения любых психологов на эту тему. Но я еще готов понять, что Макрон, будучи ребенком, влюбился в тетю. Правильно? Такое бывает, детские чувства. Ну да. Так они в браке уже сколько живут. Очень не заморачиваться. Я бы не заморачивался. Но был такой гениальный фильм с Жанной Моро. Сейчас попытаюсь вспомнить название. Там тоже такая история, когда Жанна Моро уже молодая была не молода, а парень лет на 20 моложе. Вот если вы готовы к тому, что это закончится, вы вообще не заморачиваетесь. Но если вы начинаете думать каждый день о том, что это должно закончиться, вы не будете счастливы в отношениях. Может закончиться, да. Нет, я не думаю об этом. Я стараюсь в настоящем получать удовольствие от этого. Да вы же спрашиваете меня про это, значит, не совсем. Да, я больше начинаю как-то критично к себе, наверное, относиться. Вот это меня пугает, что я, то ли стареть боюсь, то ли тут уже начинаешь видеть каждые минусы. Вот все-таки видите, да, проблема в том, что получается просто получать удовольствие, и мы через пару минут вернемся к этому разговору. Соскочил звоночек, читаем. Привет. Я очень люблю орехи, но много их съесть, печаль живота. А как можно жить с этой ущербной любовью? Вот такая интересная история. Любовь – это любовь. А вот зависимость, дорогой Сергей, это уже не совсем любовь. Потому что если вы любите орехи, вы их едите без ущерба для живота. А как только вы говорите себе, я не могу не есть орехи, даже если я буду подыхать, и мой живот будет разрываться на части, я все равно их буду есть. Вот так многие ведут себя в любви, я вам хочу сказать. Я даже готов сам себя подставить и рассказать, я также безумно любил курить. Так 37 лет и покурил. Пока, наконец, не сказал, что я не люблю курить, но я просто наркоман обычный, зависимый, мне надо что-то с этим делать. После этого я уже не курю 8 лет. У нас тут... Да. И не тянет меня на орехи, Сергей. Да. В WhatsApp все тайны мира раскрываются. Слушательница пишет, что Макрон? Макрон гей, вот они живут с Брижит очень долго и счастливо. Да? Я впервые такое слышу. Но это завистники, я думаю, так думают. Добрый вечер. Не подписались, к сожалению. Ой, добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Евгения. Давайте, Евгения. Ждите. У меня... Ждите. Все сразу, да, так это. Немножко волнуюсь в силу того, что я такими вещами никогда не занималась. Вы сейчас про что?
Какими вы не занимались, Евгений, поподробнее? Ну, не общалась вот так вот напрямую, вообще как бы. В палате с волнительно, правда. психиатрами никогда не разговаривали напрямую? Нет, почему? Я разговаривала, я ходила. Тогда дельные советы. терять нечего, давайте. После этого это вообще не страшно. Ну, вначале, Михаил, спасибо вам вообще огромное, что вы существуете. Если бы вот мое вот такое бы вот за, я бы дала вам бы Нобелевскую премию и миллион, там, сколько там, долларов. Спасибо Вот. большое. Правда. Я готов даже без Нобелевского, но деньги вы копите. Дальше. Да с деньгами, да, это разве в этом счастье? Не в этом. Конечно, вопрос очень такой, не знаю, про любовь, конечно же. Вот. И, ну вот, есть супруг, я его обожаю безумно, ну, в силу своей безумности, конечно, люблю. Но есть такие моменты, с которыми я не всегда согласна, но на которые я закрываю глаза и думаю, что это вот, ну, это... Это какие такие моменты? Это общение с соседями, понимаете? Вот, Пока вот нет еще. Поподробнее. Мы изначально договорились о том, что мои соседи и его соседи мне не нравятся. Я такой человек... Соседи по квартире? Нет, мы живем на улице дом, и он с двух сторон, с трех уже, получается, соседями окружен. Вы живете в доме? Да. В вашем доме соседи или в соседних домах люди живут? В соседних домах, конечно. И они вам не нравятся? Мне абсолютно. А мужу нравится? А вот у них какая-то вот у них взаимосвязь, понимаете? То одна ему яйца приносит по дешевке, а другая там, я не знаю, третья, десятая, вот и у них такая вот То есть мы вот даже не о общение. соседях говорим, а давайте уже прямо скажем, о соседках. Не совсем. И мужики тоже что-то носят? Ну, они обычно просят его, там, знаете, помочь в трубы поменять, что-то какие-то лампочки купить суперские. Знаете, я бы тоже заволновалась. Это очень фрейдистки сейчас прозвучало. Трубы поменять. Да, ну-ну. И у вас конфликт с мужем на этой почве, да? Да. И в чем ваш вопрос? Мой вопрос, как вот на это не реагировать. И я с ним договорилась, что я с этими соседями вообще никак не общаюсь. Они плохие люди, они, ну, по моему мнению... А почему они плохие, кстати? Они Да. не держат слова. Они много раз причиняли вот на пустом месте оскорбления такие, что были... Вот стоишь и думаешь, а в чем вопрос? Что я с тобой не поздоровалась? А то, что я с тобой не поздоровалась, это говорит о том, что я тебя видеть здесь не хочу, наверное. Вот. Была претензия, мол, что ты со мной не здороваешься? И я поздоровалась же только что. А до этого, и тут началось в колхозе утро, думаю, да, вот это претензия. Понятно. Вы знаете, сложный вопрос. Значит, с одной стороны, вы можете сказать себе вот что. Я с ними не общаюсь, это мое дело, а мой муж с ними общается, это его дело. Меня как бы никто общаться не заставляет, и нет проблем никакой. Но что будет, если это не сработает? Если вы так себе скажете, а оно не работает? То есть вы продолжаете раздражаться и беситься, когда на ваших глазах кто-то из соседок приносит вашему мужу яйца, а кто-то из соседей просит починить ему трубы. И вы при всем при этом присутствуете. Вот если вы не смиритесь с этой историей о том, что это проблема вашего мужа и вообще дело мужа, и к вам отношения не имеет, вот тогда, согласно третьему правилу, вам придется какие-то решения принимать. Не дай бог. Зачту сообщение из WhatsApp. Добрый вечер. Что делать, если самооценка слишком завышена? Я работаю, путешествую, свободно, счастливо. Найти пару мне очень сложно. Отвергаю почти всех мужчин. Если нет влечения, считаю, влечение — это вообще основа отношений. Обожаю секс. Оля, как снизить планку? Как снизить планку? Писать короче, не хвастаться. И все-таки ложка дегтя... Ну, тут проскакивала, пару найти сложно. Одна, да, вот я тоже на это обратил внимание, и Мария обратила внимание, что все-таки на солнце тоже бывают пятна. Дело в том, что многие по ошибке думают, что сложно найти пару, потому что у меня высокая самооценка. Вообще никак не связано. Сложно найти пару, потому что у меня проблема с лицами противоположного пола.
а не из-за самооценки. Будем считать, что это то, что корректирует вашу завышенную самооценку. Она еще никому не мешала, кстати. Это вам не заниженная. Добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте, говорите. Меня зовут Вероника. У меня вопрос. Он связан с любовью, конечно, но он может немножечко высокий. Я бы хотела узнать, можно ли убить любовь и как это сделать? Ну да, это еще Маяковский писал «Любовная лодка разбилась о быт», например. От отсутствия денег много что убивает чувства. Нет, ситуация в том, что измены. я живу с молодым человеком, но мне кажется, что я люблю его друга. И это продолжается уже на протяжении 4 лет. А какая связь с вашим вопросом, можно любить любовь, когда вы его не любите? Я не хочу любить его друга. Я хочу избавиться от этого, потому что я знаю, что мы никогда с ним не сможем быть вместе. Ну, смотрите, я вам расскажу, что за механизм этот интересный. Вот у меня есть парень, но я люблю друга парня. Почему? А потому что я люблю того, чего нету. Это обычно бывает ситуация, когда у ребенка с родителями были очень непонятные отношения, то ли они есть, то ли их нету. Например, папа вдруг появлялся случайно дома, а потом он, как глухонемой капитан дальнего плавания, отправлялся опять в командировку на 5 лет. Потом вдруг звонил, говорил: ой, дочка, поздравляю тебя с днем рождения. И дочка думала, что вот он мой отец. А потом раз, 2 года ни слуха, ни духа, значит, у меня нет отца. Потом вдруг опять появлялся. Вот когда у детей такая ситуация, то когда они вырастают, они хотят то, что вообще к ним не имеет отношения. Потому что то, что к ним имеет отношение, они не очень заинтересованы. Это сложный достаточно механизм, и ближе к концу программы я все это расскажу более подробно, и не только отвечая на конкретный вопрос, а вообще, что такое на самом деле любовь и откуда вот такие проблемы в ней берутся. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. 33 года. У меня такой вопрос, Михаил. Как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий, да, пожалуйста. Поженились с супругой, бывшей по любви, в браке 2 детей, 3-5 лет. Но в процессе отношений была такая проблема, что мы не говорили друг другу того, что нас не устраивало. И как итог, естественно, все это копилось и привело к разводу. Сейчас уже полгода живем раздельно. На выходных, естественно, в течение недели стараюсь время с детьми проводить. И меня вот эти отношения прошлые отпустить никак не могут. То есть не могу я принять, наверное, сам факт того, что любовь прошла. Как супруг говорит, что в ходе именно вот совместной жизни любовь у него прошла полностью, никаких чувств не осталось, и ничего дальше общего быть у нас не может. Но, тем не менее, пытался я со своей стороны начать жить своей жизнью, плотнее заняться работой, собой заняться, вещи, внимание со стороны противоположного пола. Так. И это, видимо, супруга мою как-то раздражает, потому что если ей говорят подруги, что видели меня с какой-то девушкой, она об этом мне потом звонит и говорит, то есть не смею водить детей со своими девками. То есть, пытается как-то... А она же инициатор развода, да? Да. Так, и в чем ваш вопрос? Вот мой вопрос, то есть я ее по-прежнему люблю, то есть я считаю, что нет таких проблем, которые невозможно было решить, если именно... Кроме одной, да? Если она не любит, как вы можете решить проблему, чтобы она вас полюбила? Расскажите мне. Вот именно эта проблема. И я понимаю, что то есть мне нужно начать в своей жизни как-то пытаться разлюбить, отпустить внутренне, но я это не могу сделать. Вот как разлюбить? Я понял. Спасибо. Так как уже количество вопросов на одну и ту же тему зашкаливает, я не буду вас, друзья мои, томить. Тем более 15 минут осталось до конца программы. Я начну уже отвечать. Очень много вопросов, вы обратите внимание, о том, что я не могу забыть, меня не отпускают, как мне соскочить и так далее. Что это вообще за история? Это история о том, что я изначально мерил свою самооценку, вот неважно, там, мужчина по женщине, женщина по мужчине,
Плюс к этому мне не хватало родителей, поэтому я очень зависим от отношений как таковых. И как только из-под меня убрали и человека, и отношения, я начал сыпаться. У меня сразу самооценка пошла вниз. Я очень плохо переживаю одиночество и так далее. Что тогда я делаю? Я начинаю искусственно сам у себя в голове воспроизводить то только хорошее. У людей есть такое свойство, они могут вспоминать только что хорошее, что было. Самое, что бросается в глаза со стороны, это то, что вы любите людей, которые говорят: я тебя не люблю. Вот смотрите, что получается. Давайте медленно попробуем представить эту ситуацию. Вот вы в каких-то отношениях существуете какое-то время. Потом ваша вторая половина говорит: слушай, я ничего к тебе не испытываю, давай расстанемся. И тут вы говорите: а я-то ее люблю до сих пор. Да, давайте поймем одну такую вещь. Я люблю того, кто не любит меня. Все поняли? Я могу еще медленнее. Я скучаю, я не могу жить, я люблю человека, который меня не любит. Это что за бред, хочется спросить? А это как раз те жертвы, которые в детстве думали, что родители их не любят, и они привыкли любить тех, кто их не любит. Вот что это такое. Еще раз. Вот очень рекомендую любителям чернухи про Тони посмотреть. Я второй раз, конечно, не буду. Я на перемотке смотрел, потому что очень тяжелый фильм. Хотя вот что-то проходит под рубрикой комедия, вообще не смешно ни разу. Так вот, те люди, которых в детстве, как они думают, не любили, они с удовольствием испытывают страдания от людей, которых не любят. Их, знаете, говорят, в двери, а не в окно. Говорят: я тебя не люблю, вали отсюда. Говорят: а я вообще без тебя жить. Да я вообще тебя видеть не хочу. А вот теперь я просто от тебя без ума. Да пошел ты. Да я вообще просто твой раб на всю жизнь. Вот такой механизм. Так вела себя мама, так вел себя отец. И они привыкли к этому с детства. Это механизм любви. Избавиться от него очень сложно. У здоровых людей такого не бывает вообще. Здоровый человек никогда в жизни не будет страдать от того, что его кто-то не любит. Ему вообще не интересны люди, которые его не любят. Вот если так резюмировать, то здоровый человек, здоровые чувства и здоровая любовь – это когда вы любите только тех, кто любит вас. Все остальные для вас просто пустое место. Сначала, Михаил, я хотела поставить песню Виктора Цоя «Это не любовь». Теперь я понимаю, что нужна песня Виктора Цоя «Мама, мы все тяжело больны», поскольку здоровых людей немного. Вот, я сам тоже был участником этого броуновского движения жертв. Так же, как и многие слушатели, могут также пожаловаться: ой, она на меня внимания не обращает, она меня не любит. И именно поэтому я ее забыть никак не могу. Я с собой работал. Я рассказываю об этом на радио достаточно часто. Вот самое главное в этой истории — это третье правило, которое предполагает, что вы сразу говорите то, что вам не нравится. Говорить вы можете только один раз. А если ситуация или человек не меняется, вы можете только уйти. Но есть второй вариант, вам уже все нравится, но это для продвинутых мазохистов. Здоровый человек просто на этом закончит отношения. У меня 1000 идей, желаний и стремлений, у жены ничего и ничего не надо, мне кажется, ей даже думать лень. Я теряю чувство любви к ней, мне не нравится работать над ее мотивацией, сложно бросить ребенок, быть общий. Как избавиться от чувства вины за холодное отношение к жене? Никак не избавиться. Причем здесь чувство вины? Жена — это же не ребенок ваш. Вы какое-то время назад вообще не знали, что он существует. Вы не обязаны отвечать за жену, это ее жизнь, это ваша. Но, друзья мои, это очень долгий разговор, уже не про любовь, а про семью, о том, что огромная махина под названием «семья» держится на одной сопле под названием «люблю», а завтра не люблю. Добрый вечер. Алло. Говорите, пожалуйста, здравствуйте. Добрый вечер, Михаил и Мария. Меня зовут Ирина. У меня вопрос по теме в основном. Вопрос следующий. У меня есть муж. Мы с ним вместе где-то примерно 3 года. Ребенку нашему 2,5 года, дочке. Отношения у нас развивались стремительно с самого начала. Я довольно быстро забеременела, потом мы с ним после рождения съехались, вот жили. Ну, соответственно, был определенный там у меня кризис, связанный там с гормонами, немного нестабильное эмоциональное состояние. Соответственно, отношения такие, знаете, ну, как это, волнами. То все хорошо, то бывают там всплески. Вот, примерно полгода назад у меня муж увлекся психологическими тренингами там одного известного психолога, начал ходить к нему в группу, и уже вот полгода систематически он в этой группе присутствует, какие-то они делают упражнения, постоянно находятся на связи. Это в итоге у нас обернулось тем, что
он все свое время начал посвящать работе и увлечению вот этим делом. На семью он совершенно перестал обращать какого-то либо внимания, все меньше и меньше и меньше. Сейчас доходит до того, что он вообще... Мы сейчас живем за городом, он приезжает к нам раз в неделю или там реже. Вот. А если вкратце, я ему, собственно, говорила о том, что, в общем, его увлечение на самом деле сильно влияет на нашу семью. Очень ему, ребенку не хватает его. Вот. Но, тем не менее, он говорит, что он вот эти все его тренинги, это как раз все про семью, и рано или поздно закончится только благом для семьи. Вот. Тем не менее, на самом деле, вот я смотрю на это дело, я его сначала очень поддерживала, потом видела, что как-то вот все куда-то не туда. Вот. Но я его люблю, ребенок его любит, и я, честно говоря, теряюсь, я не знаю, что делать, потому что он не слышит, потому что когда... А что вы хотите делать? Вы знаете, мне очень хочется, чтобы, во-первых, он больше присутствовал в нашей жизни. Нет, я не спрашиваю, что вы хотите, он другой человек, вы не можете хотеть, чтобы он. Он же не ребенок, он взрослый мужчина. Что вы сами хотите? Вот у вас такая ситуация, да? Что вы хотите? Вы можете, и вы не знаете, что вы хотите? Ну, как-то не знаю, я хочу. Не дайте мужа не трогать. Хочу так, мужа счастья. Не трогать. Муж вам не может дать то, что вы хотите сегодня, правильно? На текущий момент нет, да. И он очень дальше, стоп. Он говорит, что хочет. Это его дело. Я сейчас про вас говорю, вы все время соскакиваете на мужа. Муж, в отличие от вас, живет как хочет, кстати. Вам бы поучиться у него. Теперь давайте про вас поговорим. Что хотите вы? Я хочу, знаете, спокойствие в душе, какой-то гармонии. Ну, кто мешает? Хочу поддержки. Поддержки нету, дальше. Ощущение тыла. Тыла нет, поддержки нет. Дальше что? А дальше начинаются проблемы, потому что на самом деле, когда женщина... Все. Вот, друзья мои, что мы видим? Мы видим потрясающую иллюстрацию. Человек даже не может ответить на вопрос, что он хочет. А там вариант, знаете, какой? Хочу найти такого мужчину, который меня любит. Ну, например, да? Или хочу дифференцироваться, как сказать, дистанцироваться от мужа и жить своей жизнью. Вариантов много. Вместо этого мы или про мужа хочу, чтобы было больше внимания, или у нас проблема. Ну все, очень мало осталось времени, и мне надо много что сказать. Друзья мои, любовь, внимание, я буду медленно говорить, кому надо, могут записать. Это очень важный момент. Любовь – это воспроизведение детских эмоций по отношению ребенка к родителям. Больше там нету ничего. Не так напрямую, как кажется, не так там мама, папа, я не любитель психоанализа, роли не играет большой, что родители противоположного пола или этого пола, не принципиально. Вот те эмоции, которые вы испытывали в детстве по отношению к родителям или к людям, которые вас окружали, это могли быть там бабушка, дедушка и так далее, вы, в принципе, то же самое испытываете и сейчас, когда вам 30, 40 и 70 лет. Более того, как родители вели по отношению к вам, как вы чувствовали их любовь, вы то же самое чувствуете и сегодня от тех людей, которым вы любите. А дальше очень просто. Те, у кого были счастливые семья, счастливое детство, у них про любовь, а те, у кого несчастные, у них про невроз. Поэтому, если вы не испытываете счастья и удовольствия от любви, то это проблема, это зависимость, это невротические отношения, и с этим надо что-то делать.